Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф, и у нас для вас очередной топ. Сегодня поговорим о братьях наших меньших, которые не отличаются приятным внешним видом и неземной красотой. Эти животные имеют уникальные черты, часто отталкивающие и пугающие, но вызывающие не меньше интерес, чем милые котики или смешные панды. Встречайте наш топ-10 самых уродливых животных. Поехали! Голый землекоп. Представьте себе сморщенную сосиску с хвостом и длинными зубами, живущую под землей. Представили? Теперь вы знаете, как выглядит голый землекоп. Самцы весят около 30 граммов, самки 70-80, вырастают до 10 сантиметров в длину. Землекопы совсем не пьют воду, получая влагу из пищи. Этот хладнокровный грызун не чувствует боль от ожогов и порезов, а все потому, что сигналы не передаются в центральную нервную систему. Землекопы живут до 28 лет, сохраняя молодость и здоровье на протяжении всей жизни. Программа старения у них будто выключилась, что заставило ученых всерьез заняться их изучением. Голый землекоп ведет подземный образ жизни, питается клубнями и корнями растений. Животное отличается острым слухом, обонянием и осязанием, которые компенсируют плохое зрение. Живут землекопы колониями по 70-80 особей, которые возглавляет самка-королева. Остальные особи выполняют роль солдатов и рабочих, делая запасы еды, ухаживая за детенышами и охраняя членов колонии от главных своих врагов – змей. Обезьяна Кахау. Эти красавчики сегодня находятся под угрозой исчезновения. Их особенностью является длинный нос, достигающий 10 сантиметров в длину, за что этих обезьян прозвали носачи. Длинным носом отличаются только самцы, самки обладают более привычным внешним видом. Ученые выдвигают несколько версий появления такого носа у животных. Он является средством устрашения противника, служит усилением громкости крика или же необходим для привлечения самок во время брачного периода. Эти обезьяны довольно ловкие, большую часть времени проводят на деревьях, спускаясь вниз за пищей и водой. Ведут дневной образ жизни, ночуя в густой кроне деревьев. Могут передвигаться на задних конечностях, плавать по собачьи и даже нырять. К слову, Кахау — единственные обезьяны, умеющие нырять и преодолевать до 20 метров под водой. Живут носачи на острове Борнео, группами до 30 особей. Питаются листьями, побегами, цветами, фруктами, гусеницами, личинками и мелкими беспозвоночными. Средняя продолжительность жизни этих животных — 20 лет. Бородавочник. Если в детстве вы смотрели мультфильм «Тимон и Пумба», тогда Акуна Матата. Значит, вы в курсе, как выглядит бородавочник. Это Пумба. Он родственник европейских кабанов, принадлежит к семейству свиней. Бородавочники обитают на африканском континенте южнее Сахары. Само название животного вызывает неприязнь, но их бородавки на теле – это не то же самое, что и у людей. Это толстые жировые отложения на коже животного, которые служат для защиты и являются отличными признаками бородавочника. Они могут достигать 10-12 сантиметров. Самки имеют всего 2 бородавки под глазами, у самцов их 4. 2 под глазами и 2 над ртом. Во время сражений бородавки защищают самцов от острых и длинных бивней противника. Самки отличаются спокойным и миролюбивым характером, поэтому дополнительная защита им не нужна, и бородавок у них меньше. Бородавочники используют чужие норы и убежища, спасаясь от жары и холода. Питаются ягодами, корнями, травой, корой деревьев, насекомыми и даже падалью. Звездокрыл. Это чудо-животное относится к семейству кротовые. Обитает в Северной Америке и Восточной Канаде. Имеет весьма необычный внешний вид. Его морда покрыта 22 наростами, которые напоминают звезду. Это небольшое существо вырастает до 10-12 сантиметров в длину и весит менее 100 граммов. Имеет темную жесткую шерсть, позволяющую сохранять жир во время холодов. У звездорылов нет ушных раковин, отсутствие которых компенсируется идеальным осязанием. Жуткие наросты на морде помогают животному быстро обнаруживать жертву. Необычный и не очень симпатичный крот отлично охотится как под землей, так и на поверхности. Он способен учуять добычу даже в воде. Его рацион составляют личинки, черви, различные насекомые, небольшие рыбы и ракообразные. Только представьте, всего за 1 секунду звездорыл способен нащупать 13 существ, определить, съедобны они или нет, и даже съесть их.
Рыба-капля. Странное существо во всех смыслах обитает в океане. Эта рыба отличается уж очень своеобразным видом, даже отталкивающим. Как ни крути, симпатичной эту рыбу никак не назовешь. Внешне она очень похожа на густую каплю или на вечно недовольное желе. Обитает на большой глубине, имеет крупную голову, большой рот и необычный нарост, напоминающий расплющенный нос. Вырастает до 50 сантиметров в длину и достигает 10-12 килограммов. Ее тело не имеет ни мускулов, ни чешуи. Во время охоты рыба-капля не прикладывает особых усилий, она просто открывает рот и ждет, пока жертва сама заплывет к ней в пасть. Образ жизни этого существа мало изучен. Она обитает на большой глубине, куда не могут спуститься аквалангисты. Средняя продолжительность жизни рыбы-капли – 8-9 лет. Морской черт. Это страшное существо относится к семейству удильщиков. В мире насчитывается 12 видов морских чертов. Рыбы имеют большую плоскую голову, которая усеяна шипами, и множество острых зубов. У них отсутствует чешуя. Морской черт – отличный маскировщик. Он с легкостью меняет цвет, подстраиваясь под цвет дна. Встретить этого монстра можно в Атлантическом океане и Средиземном море. Этот глубоководный хищник живет на дне, имеет спинной луч, который служит приманкой для любопытных рыб и светится в темноте. Подплывая слишком близко, они становятся легкой добычей для морского черта. Эти рыбы не отличаются активностью, ведут малоподвижный образ жизни, ожидая в засаде свою жертву. Они очень прожорливы, могут съесть добычу, превышающую собственные размеры. Когда не находят добычу на дне, всплывают, чтобы полакомиться чайками, утками и всем, что шевелится на поверхности воды. Довольно часто морской черт отправляется ближе к берегу и прячется между камнями. Человеку, наступившему на черта или потревожившему его, придется несладко. На ступне могут остаться глубокие шрамы и порезы, а разъяренный хищник может с яростью впиться в вашу ногу, оставляя рваные раны. Своими загнутыми назад зубами он может даже оторвать кусок плоти от своей жертвы. Забавный факт: крупные размеры имеют только самки, самцы же не вырастают длиннее 10 сантиметров. Ученые раньше даже рассматривали самцов чертов-удильщиков как отдельный вид. Взрослый самец впивается в тело самки и паразитирует на ней. Часть его органов при этом атрофируется. Иногда на одной самке могут паразитировать несколько самцов. Ай-яй или мадагаскарская руконожка. Этот несуразный, смешной зверек – единственный современный вид руконожковых. Мадагаскарская руконожка считается самым крупным ночным приматом. Это лемуры особого вида. Жители Мадагаскара боятся этих животных и считают, что если убить руконожку, вскоре и сам погибнешь. На самом деле это существо довольно безобидное. Ай-яй вырастает до 40 сантиметров в длину и весит около 3 килограммов. Имеет длинный и пушистый хвост, огромные уши и безумные глаза желтого цвета. Рацион руконожки состоит из орехов, личинок, насекомых, грибов, фруктов, коры деревьев. Зверек использует весьма необычный способ охоты. Он постукивает по коре своим пальцем и, используя эхолокацию, ищет личинок. После этого он прогрызает кору и накалывает добычу на свой длинный средний палец. Эти животные занесены в Красную книгу. Шанс встретить их в дикой природе ничтожно мал. Продолжительность жизни в зоопарках составляет порядка 25 лет. Руконожек разводят в неволе для увеличения их численности, а позже возвращают в дикую природу. Акула-гоблин или акула-домовой. Это странное существо очень напоминает домового Добби из Гарри Поттера. Обитают акулы на глубине от 300 до 1300 метров в Индийском и Атлантическом океанах и не поднимаются на поверхность. Акула-гоблин вырастает до 1-2 метров в длину, хотя известно и о 4-метровых гигантах. Ее просвечивающаяся кожа имеет розоватый цвет. У акул имеется большой клинообразный вырост на носу, который отличается чрезмерной чувствительностью. Эта анатомия помогает глубоководному животному находить себе пропитание в темных морских глубинах. Интересный момент. Когда акула не голодна, ее пасть почти незаметна. Но когда хищник встречает свою жертву, из ее рыла выдвигаются огромные челюсти с острыми зубами. Нижняя челюсть отличается загнутыми вовнутрь зубами. На верхней челюсти ровные зубы. Ее пасть может растягиваться до огромных размеров,
размеров, чтобы поглотить даже самую крупную жертву. Рацион этих акул до сих пор плохо изучен. На их крупном теле расположены электроимпульсные рецепторы. Именно они помогают выслеживать добычу. Ученые предполагают, что гоблины могут питаться как моллюсками и планктоном, так и другими крупными акулами. Благодаря строению тела с мелкими плавниками эти акулы могут в считанные секунды менять направление. Сегодня эти монстры мало изучены. Об их размножении неизвестно ничего. Все пойманные когда-либо особи были самцами. Быть может, в скором времени ученым повезет обнаружить самку данного вида, что, возможно, прольет свет на этих загадочных уродцев. Лысый уакари. Этот вид обезьян отличается лысой мордой красного цвета. Чем ярче цвет морды, тем здоровее считается животное. Его невозможно спутать с другими приматами. Вырастают до полуметра в длину и весят около 3–3,5 килограммов. Уакари имеют длинную лохматую шерсть, крупные уши, тонкие, выдвинутые вперед резцы, крупные клыки и небольшие жевательные зубы. Обитают животные в Южной Америке, много времени проводят на верхушках деревьев, селятся у берегов рек и водоемов, живут большими группами до 50, иногда даже до 100 особей. Их рацион состоит из незрелых семян и плодов, листьев, цветов и насекомых. Средняя продолжительность жизни уакари в неволе 30 лет. Лысый уакари внесен в Красную книгу как уязвимый вид. Численность приматов снижается из-за разрушения их естественной среды обитания, охоты местных племен для употребления в пищу, для продажи голов обезьян туристам и для содержания в качестве домашнего питомца. Алмикви. Долгое время алмикви или же щелозубы считались вымершими из-за своего скрытного образа жизни. Сегодня их можно встретить на Гаити и Кубе. Эти зверьки ведут ночной образ жизни, они ядовиты и довольно агрессивны. Отличаются взрывным характером, атакуют всех, кто оказывается на их территории. Вырастают до 50 сантиметров в длину и весят около килограмма. Живут порядка 50 лет. У них отлично развито обоняние, которое компенсирует плохое зрение. Щелозубы охотятся на ящериц, насекомых, мелких птиц. Щелезубы занесены в Красную книгу. Численность этих зверьков ничтожно мала и практически не растет. Причинами этого являются низкая рождаемость алмикви 1–3 детеныша в год, вырубка лесов, естественные враги щелозубов мангусты и собаки. Не прибавляет жизнеспособности алмикви и их уязвимость перед собственным ядом, поэтому они могут погибнуть от укуса даже во время драки со своим сородичем. Это был наш топ-10 самых уродливых животных на планете. Какое из них впечатлило вас больше всего? Пишите в комментариях, добавляйте в них свой список уродцев, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У нас еще много интересного. До новых встреч на канале Фактограф.